Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим замечательный десерт – меренговый рулет. Их будет 3. Основа во всех 3 вариантах будет одинаковая, а вот начинка и форма рулета будут отличаться. Первым у меня будет рулет с крем-чизом, орехами и черносливом. Но соберем мы его в форме торта с вертикальными коржами. Получается очень красиво и необычно. Второй рецепт – это меренговый рулет с крем-чизом, апельсиновым курдом и апельсинами. А третий – с клубникой, фисташками и крем-чизом. Оставайтесь со мной, и я покажу вам, как правильно приготовить такие вкуснейшие десерты. Ну а чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Итак, для меренги мне понадобится 200 грамм белка, 300 грамм сахарной пудры, 30 грамм кукурузного крахмала и 1 чайная ложка лимонного сока. Миндальные лепестки по желанию. Белки у меня комнатной температуры. Вливаю их в чашу комбайна, добавлю щепотку соли и начинаю взбивать на небольших оборотах до появления пены. Далее небольшими порциями по 1 ложке всыпаю сахарную пудру и продолжаю взбивать меренгу. После того, как я ввела всю пудру, добавлю лимонный сок. Теперь переключаю комбайн на высокую скорость и взбиваю меренгу. На это уйдет примерно минут 10. Меренга взбилась, вот такой консистенции она получилась, и теперь нужно добавить кукурузный крахмал. Аккуратно перемешаю. Для того, чтобы крахмал равномерно распределился по меренге, включу миксер буквально на полминуты. Все готово. Духовку я разогрела до 150 градусов. Застелю противень пергаментом и выкладываю на него меренгу. Теперь нужно все равномерно распределить. Так как эта сторона будет верхом рулета, то я ее посыплю миндальными лепестками. Это будет красиво смотреться в готовом виде и добавит немного вкуса рулету. Если хотите, можете притрусить корж любыми орешками, предварительно измельчив их в блендере. Вот такой корж получился. Ставлю выпекать его в разогретую духовку при 150 градусах на 45 минут. Корж должен стать хрустящим снаружи, а внутри остаться нежным и воздушным. Корж испекся, выключу духовку и оставлю его там еще на полчасика. Затем достану и дам ему полностью остыть. Для начинки мне понадобится 300 грамм чернослива, 100 грамм орехов, 30 мл коньяка по желанию. Чернослив я промыла, просушила и измельчила. Теперь нарублю орехи. Все смешаю, залью коньяком или любым другим ароматным алкоголем, но это по желанию. Если не хотите, алкоголь не используйте. Закрываю контейнер и хорошо перемешаю. Дам настояться пару часов, но можно оставить и на ночь. Теперь крем. И для него мне понадобится 350 грамм сливочного сыра, 100 грамм жирных сливок 33%, 40 грамм сахарной пудры. Выкладываю в чашу миксера сливочный сыр, добавляю сливки и пудру. Напоминаю, что сыр и сливки должны быть холодными. Начинаю взбивать.
Так как рулет я буду скручивать вертикально, то крем я делаю более плотный, чтобы торт хорошо держал форму. Поэтому в данном случае сливочного сыра гораздо больше, чем сливок. Крем взбился. Перекладываю его в кондитерский мешок. Вы можете просто намазывать крем лопаточкой, но мне удобнее это делать при помощи кондитерского мешка. Корж у меня готов. Теперь мне нужно его разрезать на 4 одинаковые полоски. Ширина каждой полоски 8 сантиметров. Это и будет высота готового торта. Накрою его другим листом пергамента и переверну. Сниму пергамент, на котором он пекся. Эта сторона коржа у меня внутренняя. Я отмеряю одинаковые отрезки и при помощи ножа для пиццы разрезаю корж. Можно это сделать и обычным ножом. Беру первую полоску, выкладываю крем, распределяю его, а сверху посыпаю чернослив с орехами. Мне очень нравится такое сочетание, поэтому начинки я не жалею. Сворачиваю полоску в рулетик. Теперь следующая полоска. Все повторяю. Достаточно плотно сворачиваю рулет, чтобы торт потом не распался. Вот такой тортик получается. Очень красиво смотрятся края. Чтобы он принял форму и не распался, я возьму кольцо и стяну торт. Если кольца нет, то туго оберните торт пищевой пленкой. Я немного выровняла торт, теперь сниму кольцо, украшу верхушку, а затем верну кольцо на место. Украшайте торт по своему вкусу. Можно покрыть глазурью или просто выровнять кремом. Тортик у меня получился диаметром 18 сантиметров, а высота его 8 сантиметров. Через пару часов его можно разрезать. Уберу его в холодильник. Ну что, давайте разрежем. Даже несмотря на то, что меренга крошится, в разрезе четко видны вертикальные коржи. Начинки достаточно много, и она очень вкусная. Второй вариант – это меренговый рулет с апельсинами, крем-чизом и апельсиновым курдом. Основа – такой же меренговый корж, как и в первом рецепте, но начинка и крем будет другой. Корж у меня уже остывает. А пока приготовлю апельсиновый курд и крем-чиз, и мне понадобится для курда 200 мл апельсинового сока, это примерно 4 апельсина, 6 желтков, 150 грамм сахара, 25 грамм кукурузного крахмала и цедра одного апельсина. Я выдавила сок из апельсинов и сняла цедру. Соединю их. Поставлю на огонь и доведу до кипения. Затем процежу через сито, чтобы в готовом курде не попадалась цедра. Желтки собью с сахаром, добавлю крахмал и перемешаю.
Теперь тонкой струйкой вливаю горячий апельсиновый сок и быстро перемешиваю венчиком, чтобы не сварились желтки. Возвращаю все это в сотейник и ставлю на плиту. При постоянном помешивании увариваю, пока курт не загустеет. Перекладываю его в стеклянную форму для того, чтобы он быстрее остыл, и накрываю пленкой в контакт. Затем убираю в холодильник. Приготовлю крем, и мне понадобится 150 грамм сливочного сыра, 100 грамм жирных сливок, 20 грамм сахарной пудры и апельсины для начинки. Соединяю в чаше миксера сливки с жирностью 33%, сливочный сыр и сахарную пудру. Сливки и сыр должны быть холодными. Взбиваю массу до пышности. Крем получается воздушный и легкий. Переложу его в кондитерский мешок, чтобы удобнее было наносить на корж, и уберу ненадолго в холодильник. Курт у меня остыл, и его нужно взбить. Удобнее всего это сделать погружным блендером. Курт я тоже перекладываю в кондитерский мешок. Апельсины я очистила, вырезала мякоть, и мне осталось только нарезать на небольшие кусочки. Теперь все готово для сборки рулета. Обычно я выпекаю меренговый корж 45 минут, но сейчас подержала немного дольше, чтобы он сильнее подрумянился, но это вовсе не обязательно. Накрою его другим листом пергамента и переверну. Сниму пергамент, на котором он пекся. Эта сторона коржа у меня внутренняя. Крем я буду наносить полосками, чередуя его с апельсиновым курдом. Можно оставить так, а можно распределить все аккуратненько лопаточкой. Теперь сверху я выложу кусочки апельсинов. Начинаю сворачивать рулет по широкой стороне. Аккуратно, не торопясь, начинаю закручивать края коржа. Как только вы начнете скручивать рулет, вы поймете, как вам удобнее это делать. А главное, не переживайте, что корж начинает трескаться. Это нормально. Если вы правильно его выпекали и внутри он остался нежным, то у вас все получится. Нежный и воздушный, словно облако, меренговый рулет готов. Помимо того, что он очень вкусный, он еще и очень эффектно выглядит и может украсить любой стол. Ну и третий рецепт – это рулет с крем-чизом, клубникой и фисташками. Для крема мне понадобится 200 грамм сливочного сыра, 150 мл жирных сливок, 30 грамм сахарной пудры. И для начинки 250 грамм клубники, 30 грамм фисташек. Так как меренговый корж у меня уже готов, приготовлю крем. Соединяю в чаше миксера сливки с жирностью 33%, сливочный сыр и сахарную пудру. Сливки и сыр должны быть холодными.
Крем взбился. Переложу его в кондитерский мешок, чтобы удобнее было наносить на корж, и уберу в холодильник. А пока подготовлю клубнику. Нарежу ее небольшими кусочками. Фисташки я подсушила на сухой сковороде и измельчила в блендере, оставив небольшие кусочки. Вот такое красивое сочетание красной клубники и зеленых фисташек. Приступаю к сборке десерта. Корж полностью остыл. Вот такой пышный он получился. Накрою его другим листом пергамента и переверну. Сниму пергамент, на котором он пекся. Эта сторона коржа у меня внутренняя. Готовый крем наношу равномерным слоем на корж, оставляя небольшое расстояние от края. На край, который будет внешним в готовом рулете крема, кладу чуть меньше. Это нужно для того, чтобы в процессе сворачивания рулета крем не вылезал по краям. Разровняю все при помощи лопаточки. Я оставила совсем чуть-чуть крема, он мне понадобится при украшении. Посыпаю корж измельченными фисташками и выкладываю клубнику. У самого края я делаю полоску из клубники, чтобы при сворачивании в середине получилось побольше ягод, а далее раскладываю произвольно. Вот такая замечательная начинка. Это будет не только вкусно, но и очень красиво. Начинаю сворачивать рулет по широкой стороне. Аккуратно, не торопясь, начинаю закручивать края. Рулет готов. Заверну его в пергамент и отправлю в холодильник примерно на час, чтобы он пропитался кремом, после чего я его разрежу на две части и украшу. Вот такие 3 замечательных вкусных десерта сегодня получились. Их можно приготовить не только к праздничному столу, но и просто побаловать себя и испечь его без всякого повода, потому что это очень вкусно. Так что готовьте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.